Перезагрузка отношений с женатым мужчиной. Поговорим на эту важную тему в этом видео. Оставайтесь. Маленькая к вам просьба. Прежде чем мы продолжим дальше, нажмите, пожалуйста, подписаться и колокольчик. Давайте вместе с вами донесем это видео до большого количества людей, ведь ваше такое простое действие поможет этому ролику попасть в рекомендованное YouTube. Перезагрузка отношений с женатым мужчиной. Как их перезагрузить? Первое. Определяемся. Для чего? Для того, чтобы что-то улучшить. Правильно? Чтобы что-то улучшить, сначала нужно разобраться честно в том, что есть сегодня. Это как в бизнес-процессах. Есть такие паузы, когда делается переучет того, что есть. Смотрят на то, что есть, отделяют то, что нравится, от того, что не нравится, фантазируют, что хотят сделать, но по-новому, что нужно новое, что понравится, и прокладывают туда маршрут. Примерно то же самое нужно сделать в отношениях. Вообще, если относиться к отношениям как к делу, а бизнес это тоже дело, то есть серьезно к этому относиться, не пускать все на самотек, потому что на самотек оно утечет куда-то не туда. Если вы не будете постоянно наблюдать, куда ваша река отношений течет, туда ли куда нужно, где-то подкладывать, усиливать берега, где-то, может быть, менять немножко направление, где-то, может быть, плотину пора построить. Люди часто пускают отношения на самотек, и это проблема. Я же рекомендую вам относиться более осознанно к отношениям, как к делу, общему делу. И вот иногда нужно сделать перезагрузку. Действительно, поставить все на паузу, посмотреть, что есть, и продумать маршрут, куда же дальше течем. С женатым мужчиной очень важно сохранять независимость. Почему? Когда он не женат и вы не замужем, то вы свободные, вы чуточку больше сходитесь в совместное третье. Помним, что созависимость, например, опасное состояние. Почему? Потому что в нем нет счастья, в нем одна нервотрепка. Это когда люди вот вообще слиплись. Мы две половинки одного целого, мы соединились в одно целое и все. И там созависимость, там очень много трудностей и проблем. В здоровых отношениях люди сходятся на какую-то часть совместную, но у них остается большая часть личная. Личное пространство, личные интересы, личные хобби, личная жизнь. Чувство чуть-чуть независимости друг от друга. Если мы сейчас говорим про отношения с женатым мужчиной, то важно не сходиться так, как с неженатым бы сошлись, не растворяться в нем настолько, еще меньше сделать вашу точку соприкосновения общего, еще больше оставаться самостоятельной, независимой, потому что это немножко другая форма отношений, нежели когда вы оба свободны. Это важно учитывать. Поэтому перезагрузка. Ставим на паузу. Первый пункт важный. Проверяем, а не слишком ли мы с ним сошлись уже, не слишком ли я в него нырнула, а он в меня, не слишком ли я уже и от своих подруг отказалась, и живу с ним как вторая семья, а он делает то, что нужно для этого. Такой, знаете, сделать перерасчет. Как бухгалтер, посмотрите на это. Посчитайте, что у вас есть. Сходится дебет с кредитом. То, что вы ему даете, то, насколько вы близко сошлись, растворились в нем, насколько он считает уже вас своей, соответствует тому, что он дает в ответ. Он содержит вас так, как вы хотите, например, он помогает столько, сколько вы хотите, он уделяет вам столько времени, насколько вы претендуете. Третий пункт. Вывести то, что вас не устраивает, посмотреть честно, чего вам не хватает от него. И четвертый пункт. Сказать ему каким-то образом о том, что вас не устраивает что-то. Не надо обозначить сразу что. Главное, тревожный такой звоночек сделать, привлечь внимание мужчины к тому, что что-то не так. Мы останавливаемся, мы становимся на паузу. И взять эту паузу официально. Например, ты знаешь, меня что-то не устраивает в наших отношениях, мне нужно время чуть-чуть разобраться в себе. Ни в коем случае не обвиняйте его. Поймите, если вы сразу начнете выдвигать ему претензии, что вас не устраивает, это неверная техника. Люди не любят получать претензии. Ваша задача на этом этапе привлечь его внимание этой остановкой, чтобы он навострил чуть-чуть ушки и прислушался к вам. А что не так? Вы ставите на паузу, берете время какое-то, говорите ему, там, не знаю, я уехала отдыхать, мне надо подумать, или мы не встречаемся с тобой неделю, я думаю. И спокойненько наслаждайтесь этим временем. Еще лучше для себя структурируйте, анализируйте, что вас не устраивает. Это будет самым лучшим способом перезагрузки, пауза такая официальная, когда у него нет доступа к вам.
Вы для него становитесь на это время недосягаемой. Это игра такая, игра на пользу. Отчасти это можно назвать манипуляцией, честно вам скажу. Я не сторонник манипуляций, которые имеют негативный оттенок. Но жизнь – это постоянное наше взаимодействие. И если вы осознанно делаете какие-то действия, которые пойдут на благо общего дела, то это кто-то назовет манипуляцией, кто захочет не согласиться с этой информацией, а кто-то увидит в этом пользу. Я бы назвала это полезной коммуникацией, осознанным подходом к контакту, осознанным общением, управление этим общением, потому что вы один из участников, вам нужно уметь управлять процессом и еще раз не пускать все на самотек. Оно утечет куда-то не туда. То есть вы делаете осознанно такой шаг, понимая, что в ответ от этого у него будет более чуткое отношение, готовность вас услышать, он поймет, что что-то серьезное происходит. Для чего? Для того, чтобы вы смогли договориться, чтобы он, возможно, начал давать вам то, чего вам не хватает, и тогда отношения улучшатся. То есть мотив здесь улучшить отношения. Потому что если одному в отношениях плохо, второму тоже рано или поздно станет как-то не очень, просто отношения закончатся. Должно быть обоим хорошо, и важно уметь находить эти точки соприкосновения, где обоим хорошо. Для этого нужно уметь дозировать общение, уметь им управлять. Не просто раскрываться, как открытая книга, и окунаться в чувства и жить, как оно пойдет. Уметь вести общение туда, куда вам нужно. Не использовать человека. Нет, не путайте. Это не манипуляция, когда вы используете нагло человека в своих целях. Не в своих целях, а ради общего дела. Если у вас есть вопросы или какое-то ваше интересное мнение на эту тему, пожалуйста, пишите в комментариях. На вопросы стараюсь отвечать. Интересное мнение рада читать. Рада оставаться с вами в контакте. Приходите также на канал в гости. Видео здесь выходит регулярно, каждый день одно новое. До встречи. Пока-пока.